Я всех приветствую, друзья мои, вы на канале QGuival, и сегодня будет крутая подборка билдов. И не просто подборка, а топ-3 билдов данного сезона. Я вам не просто их покажу, но и расскажу про преимущества и недостатки. Естественно, оставлю ссылку на эти билды в описании к видео. Так что, если вы думаете, какой новый билдец скачнуть, усаживайтесь поудобнее, подписывайтесь на канал, ведь именно тут вы найдете самый большой сборник билдов PoE 2. Итак, сразу после короткой, но очень полезной интеграции мы начнем. Устал от рутинного фарма? Мечтаешь собрать такой же крутой билд, как Илону Маску собрал его ручной китаец? Но купить собственного китайца у тебя нет денег, а фармить 24 часа в сутки нет времени и желания? Что же делать, спросишь ты? Тут все очевидно. Залетай на Playrock, друг мой. Тут без труда, просто за копейки ты купишь любую игровую валюту. Как для PoE 2, так и для кучи других игр. Ух, ты погляди, сколько зеленых цен! А знаешь, что означает зеленые цены? Правильно, это офигенные скидки. Просто посмотри, сколько тут скидок. Не тормози, залетай на закуп. Стоп, дружище, так ты не из тех, кто тратит деньги на игрульки, ты тот предприимчивый тип, что рушит рынки валют одним взглядом? Тот, кто волк с Уолл-стрит и хочешь рубить бабло? Ну тогда тебе тоже на Playrock. Пока другие фармят игровую валютку, чтобы купить себе лапти с большими статами, ты можешь продавать валюту на Playrock, ведь тут открытая торговая площадка, где ты можешь как круто и выгодно закупиться, так и выгодно продать свою валюту с самой низкой комиссией среди всех площадок на рынке. Playrock — это быстро, выгодно, удобно, а главное надежно. Я уже сам не раз закупался на данной площадке и могу смело ее рекомендовать. Итак, третье место забирает Лич с приспешниками. Данный билд в принципе универсален. По стандарту мы можем использовать скелетов, магов, молний, но также я оставлю ссылки на другие вариации со спектрами. Почему третье место? Данный билд имеет очень хорошую выживаемость по сравнению с другими. Мы можем накопить много энергощита, также мы не вступаем в бой напрямую, и наши приспешники могут оттянуть внимание мобов на себя. Но при этом зачистка карты уничтожения боссов остается на среднем уровне. При больших вложениях этот билд на боссах встает выше среднего за счет комфорта в плане выживаемости и более-менее хорошего урона. Но карты все равно будут проходиться недостаточно быстро. Потому приспешники довольно неплохи, особенно в плане экспериментов со спектрами, это очень интересно, но выше третьего места в реалиях патча этот билд пойти не может. Переходим ко второму месту. Билд Кузнец Китавы, а именно Прыгун. Данный билд заслуженно занимает второе место, потому что он помимо неплохой выживаемости имеет уже и более быстрое уничтожение боссов и зачистку карт. Тут мы уже близко к идеалу. Имея даже не слишком большой бюджет, вы уже будете легко чистить карты, а при больших вложениях вы станете неубиваемой машиной, крушащей все и всех. Геймплей довольно прост. Мы запрыгиваем в толпу и наносим один удар. Все, толпы больше нет. Таким образом мы прыгаем по карте и делаем свое дело. Также у билда лютый реген хп, а за счет возвышения Кузнеца Китавы будут сопротивления к стихиям по 90%. Что касаемо боссов, мы используем тотемы, которые довольно быстро сносят этих самых боссов. Но тут мы подобрались к небольшим минусам билда. Во-первых, это то, что нам нужно будет 2 комплекта оружия. Для карт и для босса будут разные комплекты. И в дереве пассивных навыков также под каждый комплект будут различные перки. Это хоть и небольшой, но минус к удобству и бюджету сборки. А также по-прежнему не самая быстрая зачистка карт из возможных. Потому второе
место. И вот мы подошли к первому месту. Я думаю, многие со мной согласятся, что как ни крути, а хайповый билд на копье молнии — это по-прежнему топ данного патча. Ну, чтобы это не было так заезжено, я покажу вашему вниманию вариацию билда на копье молнии с подклассом маг крови и, соответственно, с использованием кровотечения. Тут долго рассказывать нечего, все понимают, что копье молнии нагибает карты, за один удар мы можем уничтожить весь экран и даже больше. Единственное, что стоит упомянуть, это то, что в вариации с магом крови боссов мы бьем с помощью кровотечения. Данный способ удобен, нам не надо приходить к боссу с подготовленными зарядами ярости и прочими приблудами. Мы просто накладываем кровотечение на босса и ваншотим его. Бои длятся буквально несколько секунд. Есть и небольшой минус. Это более слабая выживаемость, чем у предыдущих претендентов. Но скорость уничтожения всего живого с лихвой перекрывает этот недостаток. Билдом играть быстро, эффективно и очень приятно. Потому не зря билды через копье являются метой, ведь это действительно топ данного патча. Первое место безоговорочно. Топ билдов — это, конечно, хорошо. Представленные билды вы найдете по ссылкам в описании к видео, а в комментариях вы оставите свое мнение по поводу этого топа и этих билдов. Но хочу спросить тебя, мой зритель, ты подписан на канал? Если твой ответ нет, то подпишись, заебал, по-братски. Заранее тебе спасибо и хорошего дня.